Татьяна, скажите, пожалуйста, как вы воспринимаете живопись на арголите и воспринимаете ли? Или холст только является приемлемым материалом для написания хорошей работы? Я хочу написать на арголите именно одну работу, которую можно написать только на нем. Готовлю для этого материал. Какая разница на чем? Хоть на ладони, хоть на лбу. Лишь бы была живопись, лишь бы была идея, то, что меня цепляет. Если меня цепляет, зацепит кого-то обязательно тоже. Все равно вопрос сводится к тому, что есть живопись, что нет. Но это же субъективно. Для меня что-то является живописью. Какой-то автор сильно является живописью. Для миллионов просто это ничего не стоит. Я это много раз замечал. И на выставках, например, куда, как-то я приехал в музей импрессионизма, там работа Фешина демонстрировалась. Мимо нее проходили люди, а я приехал ради нее. То есть я пробежал по залам, вернулся к Фешину и смотрел на него долго, там с самоваром, его жена Александра и Ия. Этот самовар я видел в Таусе, он стоит сейчас там, в доме Фешина. То есть целая история. А основной массе прихожан в этот музей было нужно другое. Это нормально. Кому-то нравится поп, кому-то попадья, а кому-то свиной хрящик. Ольга Федосеева. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в планах еще мастер-класс в Гурзуфе? Я думаю, осенью провести. Возможно, в ноябре я хочу приехать, когда будут виноградники, красные такие. Это совершенно замечательное время. Запланирую и размещу на сайте информацию, вам расскажу. А там посмотрим, как выйдет. Буратино и золотой ключик. Почему масло моднее рисовать, чем темпера и акрил? Темпера и акрил позволяют сразу четко рисовать, а масла сразу нет. Акрил и темпера краски долговечные. Не спорю, долговечные темпера. Темперы расписывают храмы, фрески. А я недавно тут писал у дома Коровина акварель. И подходит дядечка и говорит: продаются работы твои? Я говорю: в общем, нет. Он говорит: почему нет? Ты же чем-то должен жить. Я говорю: так, я учусь только. Он говорит: а что ты так пишешь? Как-то нечетко, как-то не резко. Видите, не резко, не четко, а вы спрашиваете, хотите купить. Если ты как-то четче сейчас сделаешь, конечно, я куплю. Почему нет? Причем, заметьте, Буратино и золотой ключик я писал акварелью. И не маслом, и не темперой, и не акрилом. И все равно не резко для многих. Я люблю, когда есть какая-то загадка. Как блюдье, например, подадут в ресторации. Красиво, нет сил. Но загадка. Ты еще не знаешь вкус. Попробовал, понимаешь, почувствовал. А насыщение вообще приходит потом, минут через 20. Так устроен организм. Так и здесь. Понравилась работа, например, коллекционеру. Он купил ее, повесил дома. И только тогда, через какое-то время, через несколько лет насытился. И хочет еще этого же автора. Почему моднее рисовать, чем темперы, да? Масло. Масло моднее рисовать. Потому что маслом просто можно, больше возможностей у масла. Для меня. Я ограничен в возможностях в темпере, в других материалах по сравнению с маслом. Потому что это фактура, это возможность переписывания, это свежесть краски всегда остается. Нет, кто-то, конечно, любит палочками кушать китайскую еду. Или вообще рукой. Мне удобнее ложкой, например, плов есть. Так и здесь. Маслом удобнее писать. Большая широта возможностей. Сама фактура, текстура, мазки на холсте, как это все. Участок маленький картины завораживает. Это хочется писать так, чтобы это завораживало. Вся картина, безусловно, не только ее часть. Напомню, сейчас прямо именно поставьте крестик для неграмотных на компьютере, какую-то кнопочку нажмите, крестик где есть. И будет развиваться канал. Это важно, если вы в момент делаете.
Любовь Кашкирова, расскажите, что такое красивый мазок. Это субъективное понятие или объективное? Ведь для одних пастозный мазок мазня, а для других вкусный. Кушать нельзя, потому что есть даже, говорят, радиоактивные краски. Да вот я о том же. Человек сделал, например, девушка, наколку. Не забуду мать родную и отца Духарика. Тащится, лицо, вообще губы на выкате, все красиво вообще. А люди некоторые, ну я, например, шарахаются. Вот как тут быть? Для нее красота, а для меня несчастье. Ну, жук, скоробей, катает катушку, тащит ее. Для него совершенно вкус хороший. И, может быть, счастье большое испытывает, он тащит эту кругляшку. А для человека посмотрит, и обычно, ну. Так что красивый мазок, Любовь Кашкирова, это вещь не объективная. Объективная то, что во всех, без исключения, производит состояние восторга. Происходит у них. Например, песня Льва Лещенко «Я сегодня до зари встану». Ну, конечно, это объективно. Хочется сразу бежать и выключить все это. Да нет никакого красивого мазка отдельно. Как, например, какие у вас красивые глаза. Ну, отдельно же не бывает. Это все красиво. Не только глаза, но и уши. Про уши никто не говорит. Какие у вас красивые уши. Или я не знаю, что там. Пятка, например. Какая у вас красивая пятка. Я прям любуюсь, тащусь, не могу. Все готов отдать, чтобы еще раз дотронуться до вашей пятки. Если есть живопись, все красиво. И какая-то проходная часть в картине, и центральная часть. Ну, имеется в виду центр композиции. Куда художник направил внимание зрителя. Конечно, стоят у подъезда гинеколог-художник, и гинеколог курит цибарку и говорит: я тебе как гинеколог-художнику скажу, что мазок мазку рознь. Конечно, разные мазки. У каждого художника своя история впечатлений и свой мазок. В онлайн-школе живописи накопились уроки. Посмотрите для примера анонс. А я сейчас пойду монтировать новый урок волшебный. После урока покажу что-то очень интересное. Я встретил вчера, пошел с акварелькой погулять, и у причала люди стоят, ждут кораблик, и сидит один человек. Покажу, как я его порисовал. Я хочу проанонсировать новый урок, 43-й, портрет темперой, декоративное решение. Называется эта работа «Трубка мира». Несмотря на то, что он написан быстро, в нем есть некая изюминка, некий ход, с которым я хочу вас познакомить в этом уроке. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на конкретику в работе над портретом. И неважно, какой материал вы используете, любой абсолютно, но ход работы, композиционное решение, выстроенное решение, тональное и цветовое, когда буквального прочтения тона нет, но есть разделение тональных пятен, и они работают, вот это архиважно для творческой работы над портретом. Мне думается, что этот урок способен взорвать ваше вдохновение на тему рисования портрета творчески, неожиданно для вас самих. Интереснейшая задача. 43-й урок.